Привет, друзья! С вами Анна Тюмерова, и в этот раз мы разберем различные способы крепления конфеты Ferrero Rocher. Очень элитная конфетка, которая всегда смотрится в букетах очень богато и придает любому букету из конфет богатый, эффектный, роскошный вид. Как ее крепить, какие способы для различных букетов, мы сейчас с вами разберем. Я использую несколько техник крепления конфет. Первая у меня техника – это крепление на проволоку. Вторая техника – крепление на шпажку. Третья техника – это крепление на основы для шариков. И четвертая техника – это крепление при помощи гофрированной бумаги. Крепление на проволоку для меня очень универсальный способ крепления такой конфеты, при том, что таким способом я креплю конфетку и каркунов, и другие подобные конфеты. Почему я люблю именно такой способ крепления конфеты Ferrero Rocher? Потому что проволока хорошо гнется, и мы можем крепить данную конфету абсолютно любым способом, абсолютно любые букеты. Конфета хорошо держится, да? Мы можем ей сделать красивую юбочку из органзы, фетра и различных других материалов и создать эффект зелени для букета. Вообще самый универсальный способ, который, я думаю, есть для крепления таких конфет, это вот таким образом. Крепление на проволоку, скрученную в виде петельки, в виде основы, куда и крепится сама конфетка. Для этого я беру проволоку и кончик проволоки закручиваю при помощи специального инструмента круглогубцев и делаю вот такую петельку, ножку для моей конфетки. Для того, чтобы конфетка у нас не вылетала из букета или из цветочка, так как она держится буквально на одной капельке, я предлагаю туда добавить еще пару-тройку капелек с разных сторон под саму конфетку. Теперь наношу снизу клей и прикрепляю ее к проволоке. И вот такая конфета на проволоке у нас получается. Главное подождать, пока клей застынет. Вот так вот я обычно креплю конфеты Ferrero Rocher для цветочков из конфет. Получается очень красиво, очень аккуратненько, и при этом совсем не видно ножки. И уже с этой конфеткой можно делать абсолютно любые цветы. И еще один из удобных способов крепления конфет – это когда мы сначала также зафиксируем несколькими капельками клея конфету к самой юбочке, чтобы конфетка у нас не вылетала. Снизу я наношу капельку клея и беру вот так вот шпажку с тупым концом и вставляю ее в эту капельку клея. Немножко прокручиваю, чтобы клей лучше намотался на саму шпажку, и держу вот так вот где-то полминутки или минутку до тех пор, пока клей не застынет. И вот такую уже конфетку на шпажке можно применять для изготовления цветочков и вообще букетов в целом. Если говорить о данном способе крепление на шпажку, да, тоже достаточно удобный способ. Единственное, что так как эта шпажка, она не всегда гнется, а иногда хочется цветочек согнуть немножко вперед, чтобы он наклонился, да. И для этих способов, конечно, данный вид крепления не очень удобен, но очень экономичен, достаточно быстро можно закрепить, наделать вот такие заготовочки на шпажках, да. Шпажки есть у любой рукодельницы, которая занимается изготовлением цветов из конфет, поэтому такие материалы у вас всегда есть под рукой, и очень быстро и легко вы можете закрепить конфету именно на шпажку. Но сборка будет либо в корзинку, либо в букет с основой, да, где есть основа из пенопласта или пеноплекса. В деле же сверху, если собирать сам букет, вообще не видно, каким образом прикреплена сама конфета, и смотрится это очень даже эффектно. Для следующего метода крепления конфеты Ferrero Rocher я беру вот такие шариковые основы. Именно на эти шариковые основы можно закрепить конфетки. Для того, чтобы основы не было видно, я беру кусочки органзы, уже вырезанные вот в виде вот таких кругляшек, и именно 2 слоя. Дальше вставляю внутрь конфетку, уже проклеенную изнутри юбочку мы склеиваем с конфеткой покрепче, чтобы конфетка держалась. Беру саму основу, по кругу наношу термоклей на эту основу и вставляю конфетку в эту основу. И у нас получается вот такая юбочка с конфеткой. И конфетка очень хорошо держится, и уже вот эту основу мы можем закрепить либо на палочку шариковую и собирать букеты таким образом, да, либо внутрь вставляем шпажку и крепим на шпажку. В зависимости от того, для чего предназначена эта конфета, какой букет вы будете собирать, какой он формы, либо это вообще какая-то композиция, да. Здесь уже ножка может быть абсолютно разной. Может быть проволока, может быть вот шариковая палочка, а может быть шпажка или зубочистка. Вот один из еще очень удобных методов крепления конфеты Ferrero Rocher.
достаточно удобный способ, но более затратный, потому что каждая основа стоит определенную сумму денег, и она, естественно, получается дороже, чем, например, просто на проволоку или просто на шпажку. Если же нам не хочется крепить конфету на клей очень сильно, и хочется, чтобы из букета потом конфетку доставать очень было легко, то можно воспользоваться самой гофрированной бумагой. Из полосочки гофрированной бумаги вырезать основу для бутончика. Для этого я беру гофрированную бумагу, отрезаю полоску равную 7 см высотой и 5 см шириной. Складываю ее пополам и формирую из него заготовочку для бутона. Верхушку мы можем немножко растянуть, можем не растягивать. Середку растягиваем у заготовки для того, чтобы внутрь вставить конфету. Вставляем саму конфету. Я вставляю ближе к верху, чтобы конфетку было хорошо видно. На саму гофрированную бумагу наношу термоклей, закрываю конфету гофрированной бумагой и вставляю шпажку под конфетку. Так у нас конфетка очень хорошо держится, при этом ее очень легко можно достать, потому что она ни на какой клей не зафиксирована, она держится только за счет гофрированной бумаги. Естественно, вот такой способ подойдет уже и не для всех букетов. Если вам хочется более открытой конфетки, то нужно выбирать другой способ из трех, который мы с вами уже прошли. Либо на шпажку, либо на проволочку, да, либо на основу для шариков. Вот такие наиболее удобные способы крепления конфет Ferrero Rocher, которые я использую в своем деле. Какой именно я буду выбирать для букета, зависит от того, какую композицию я собираю.